Всем привет! Меня зовут Катя, и я очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал. Сегодня я покажу, как сделать вот такой симпатичный домик с имитацией старого дерева. И делать я его буду из гофрированного картона. Для начала мне нужно вырезать все детали по шаблону. Я нашла его в интернете и немного поменяла размеры, подогнав под тетрадные клеточки. Ведь, ориентируясь на тетрадную разметку, намного удобнее чертить, и если нужно, поменять размеры. Этот шаблон со всеми размерами и количеством деталей, как всегда, оставлю в описании. Я буду использовать картон от обувных коробок. И лучше, если все детали будут одной толщины. Все детали вырезаны, осталось только собрать их в домик. И начинаю приклеивать с донышком. Приклеиваю его на горячий клей и придерживаю рукой до тех пор, пока деталь зафиксируется. А между стенками домика вклеиваю так называемое ребро жесткости. Кусочек картона, который на несколько миллиметров уже дна и боковых частей. Приклеиваю его чуть ниже отверстия, чтобы потом закрепить на нем гнездо. Можно уже наносить шпаклевку. Но я для придания домику большей прочности предварительно оклеиваю его газетами. Особое внимание уделяю срезам картона, чтобы их выровнять и дополнительно закрепить. Я использую вот такую уже готовую смесь. Наносить ее можно маленьким резиновым шпателем или ненужной пластиковой картой. А на маленьких поверхностях удобно распределять ее пластиковой ложкой с плоским краем. Ведь мне нужно не выровнять поверхность, а наоборот придать ей фактуры. А пока домик сохнет, зашпаклюю крышу. Вот тут мне как раз и нужна гладкая поверхность, поэтому распределяю шпаклевку обратной стороной ножа. После высыхания зашкуриваю все неровности. Оклеивать буду цветными трехслойными салфетками. Я отделила только верхний слой с рисунком и приклеиваю его на разбавленный клей ПВА. Темные участки я не закрашивала, их впоследствии не будет видно. И возвращаюсь к основе домика. Можно взять шпаклевку по дереву, она, как правило, уже затонирована в нужный цвет. И наношу ее той же жесткой кистью. После высыхания не зашкуриваю, мне нужно сохранить все эти неровности. Кое-где наношу сначала более темную акриловую краску, а затем более светлый оттенок. Она не очень укрывистая, и поэтому крашу домик почти целиком, потому что сквозь нее будут видны и предыдущие слои. Краска уже хорошо высохла, и я соскабливаю верхний слой неострым ножом. Так я снимаю не только верхний слой краски, но и объемные полосы, которые создавала с помощью шпаклевки и грубой кисти. Можно вместо ножа использовать наждачку, и тогда вы получите более состаренный эффект. По желанию еще можно покрыть акриловым лаком. У меня это сатиновый полуматовый лак. С ним поверхность выглядит ярче и красивее, и при этом сильно не блестит. Из сизаля делаю гнездо. Чтобы оно не деформировалось, я вклеиваю его на крышечку подходящего размера. Закрепляю его на картонной распорке и заполняю яйцами. Мне нужны были очень мелкие, поэтому я сделала их сама из воздушного пластилина с шариками. Красиво бы сюда еще вписались перышки, но у меня их нет, и поэтому решила добавить маленьких пластиковых листочков. Теперь можно приклеить крышу.
И снова буду тонировать шпаклевку. Я использую строительные колеры, но гуашь или акрил тоже подойдет. Я хочу сделать имитацию мха. Для этого наношу шпаклевку толстым неравномерным слоем. Распределяю ее шпажкой и зубной щеткой. А после высыхания можно добавить еще несколько слоев. Так вы добавите объема, и мох будет выглядеть еще натуральней. На такие стыки крыши лучше предварительно приклеить кусочек бинта или любой другой фактурной ткани, потому что шпаклевка без дополнительной опоры будет просто трескаться и затекать в щели. Если вы, как и я, не сделали этого сразу, то можно приложить бинт прямо к свежей шпаклевке и покрыть его еще одним толстым слоем. Такие домики всегда хорошо смотрятся на деревянных спилах. Но если у вас, как и у меня, его нет, покажу, как сделать его имитацию. Набираю нужную толщину из нескольких слоев картона и заполняю срезы гофры шпаклевкой, а верхнюю часть покрываю тонким слоем. Лучше было бы ее сначала затонировать в нужный цвет, ну или использовать цветную шпаклевку по дереву. Теперь все той же мокрой жесткой кистью имитирую круги на спиле. Я в воду добавила немного темно-коричневой краски. А теперь точечно наношу желтую и растушевываю, снова смочив кисть. Как видите, из-за того, что я не затонировала шпаклевку, белый цвет немного проглядывает. Но верхнюю часть спила практически не будет видно, так что ничего страшного. После высыхания бортика наношу толстый неравномерный слой, имитирующий кору. Тут лучше бы тоже использовать окрашенную смесь, чтобы потом не тратить время на тщательное прокрашивание всей фактуры. Я свою краску немного развела водой, для того, чтобы она лучше затекала во все выемки и трещинки. После высыхания наношу более светлый оттенок полусухой кистью. И тоже добавляю мха. Вот такой спил у меня получился. Осталось только приклеить домик и задекорировать композицию. Так как скоро Пасха, я буду приклеивать декоративные пенопластовые яйца. Но вы, конечно, выбирайте декор в зависимости от сезона. Такая цветовая гамма отлично подойдет и для осеннего домика. Только, конечно же, надо будет заменить яйца на тыковки. Сегодня я буду использовать готовые искусственные цветы. Много раз уже показывала, как делать очень простые цветочки из фоамирана или гофрированной бумаги. Мне эти салатовые бутоны подходят сюда по цвету, и поэтому я решила упростить себе работу. Оставшиеся пустоты заполняю мелкими ягодками и листьями. А вот эти оранжевые ягодки я делала сама из окрашенных пенопластовых шариков. Ну вот и все, мой весенний домик готов. Если вам понравилось это видео, то поддержите его, пожалуйста, лайком. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, и колокольчик нажать не забудьте, чтобы точно не пропустить новое видео, которое выйдет уже совсем скоро.